Сопот продают как курорт миллионеров, хотя начиналось все с банки соленой воды от ревматизма. Сегодня Сопот выглядит так, будто он всегда был про роскошь. Это не так. И что интереснее, не всегда была линия прямая наверх. Главная достопримечательность города – это деревянный пирс. И он, кстати, самый длинный в Европе. Он уходит в Балтийское море почти на 500 метров, и кажется, каждый второй кадр из этого города снят именно отсюда. Но без своей истории это был бы просто длинный деревянный пирс. И мой вопрос не в том, красиво ли здесь. Вопрос, кто и зачем построил эту красоту и для кого она была на самом деле. Стоит немножко отойти от города, и начинается лес. Настоящий. Это первый намек, что версия «роскошный курорт» не вся правда, и началось все вовсе не с роскошных отелей и казино. В 19 веке сюда никто не ехал загорать, сюда ехали лечиться. В 1823 году французский врач Жан-Жорж Хафнер нашел здесь минеральный соляной источник и открыл первый курортный дом. Тогда это была маленькая рыбацкая деревня, несколько десятков домов, сети, лодки, морской воздух, соль, хвоя. Но ведь идеальное сочетание для здоровья, особенно для легких и суставов. Это дом курортника. И в нем находится знаменитая пивальня лечебные солянки, куда мы сейчас и отправимся. Я тоже хотела попробовать знаменитую сопотскую солянку, но источник решил взять выходной именно в день моей съемки. А вот эти сооружения распыляют соляной аэрозоль. Люди приходили сюда просто подышать. Для современного туриста, конечно, это выглядит немного странно – стоять и вдыхать соль. Это как будто на самом деле спа-процедура. Так что именно такие процедуры когда-то были главной и основной причиной сюда приехать. Не пляж, не статус, легкие. Курорт в Сопоте начинался не как место, где показывают богатство. Он начинался как место, куда приезжают, потому что больше нигде не помогает. Мы сейчас с вами подходим к лесной опере. Ее построили в начале 20 века, и практически сразу здесь стали проводить вагнеровские фестивали. Акустика в этом месте, безусловно, впечатляет, потому что это природный амфитеатр и считается одним из лучших в Европе. И деревья, естественно, работают как естественные стены. Заболел, вылечился, остался на концерт, потому что вдруг оказалось, быть в Сопоте модно. По дороге к лесной опере можно буквально пройтись по истории. На дорожке портреты польских музыкантов, чьи выступления сделали это место легендарным. Проект Stars in Rock'n'Roll из 20 черно-белых портретов появился в 2020 году и стал своеобразной аллеей славы лесной оперы. Как жаль, что сейчас не проходит здесь фестиваль. Я бы с удовольствием на него сходила. Я представляю, какая здесь мощная акустика. Да, именно в 60-х здесь появился Сопотский фестиваль, главный поп-фестиваль всего Восточного блока. Сюда по ту сторону железного занавеса приезжали звезды с Запада. Для Польши того времени это было почти невозможное окно в другой мир. Получается, город сначала лечил тело, а потом стал местом, куда едут за впечатлением, которого больше нигде не получить. Сначала медицина создала повод приехать, а потом культура создала повод остаться. Только представьте, на этой сцене выступали Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Скорпионс, Рики Мартин, Алла Пугачева и многие другие. И все это под открытым небом, посреди леса. При этом здесь всего около 5000 мест, а атмосфера получается невероятно камерной. Сегодня, если нет концертов, лесную оперу можно посетить за символическую плату. И честно, она произвела на меня одно из самых сильных впечатлений в Сопоте.
Думаю, теперь вы понимаете, что именно в это время курорт для легких стал курортом для статуса. Сюда приезжали показать, что могут себе это позволить. Аристократия, промышленники, позже звезды кино и политики. Говорят, здесь останавливались Марлен Дитрих и Фидель Кастро, разумеется, в разные эпохи. И, скорее всего, репутация самого престижного польского курорта родилась именно отсюда. Но вот что обычно не попадает в туристические буклеты. После Второй мировой и с приходом коммунистической власти роскошь Сопота внезапно оказалась никому не нужна. Отель национализировали, казино закрыли, виллы богатых семей просто заселили новыми жильцами. Курорт для элиты почти на полвека превратился в курорт для всех, по крайней мере номинально. И вот тут интересно, тот образ роскоши, который мы видим сегодня, это не непрерывная линия из 19 века, это реконструкция, ее пришлось отстраивать заново. После 1989 года в Сопот прошли инвестиции. Гранд-отель отреставрировали, казино открыли заново, появились новые виллы, апартаменты у моря, одни из самых дорогих квадратных метров в Польше. Сопот заново научился быть роскошным, но уже сознательно, как продукт, как бренд. И то, что в 19 веке было побочным эффектом и лечением просто солью, в 21 стало маркетинговой стратегией целого города. Теперь вернемся к пирсу. Сегодня вход на пирс платный, и, если честно, меня это удивило. Он все еще длинный, все еще деревянный. И теперь вы знаете, что стоит за ним не только море, за ним стоит 100 лет истории, которая один раз уже разрушалась и при этом застроилась заново. Сегодня на пирсе можно увидеть различные водные развлечения, ресторан с видом на море. С пирса открывается красивый вид на Гранд-отель и весь Сопот. Но какого-то ощущения, что ты оказался далеко в море, у меня почему-то не возникло. Берег все время оставался такое впечатление, что рядом. Поэтому лично для меня прогулка оказалась приятной, но без эффекта вау. Возможно, многие приезжают сюда именно за атмосферой. Но лично у меня осталось ощущение, что платишь скорее за возможность пройтись по символу города, чем за какие-то особенные впечатления. Кстати, на канале уже все разложено по полочкам. Есть плейлисты по странам, а внутри отдельные города. Там собраны все мои проверки, полезные находки и честные впечатления. Так что подписывайтесь и заглядывайте. Так гораздо проще найти город, который вас интересует. Если честно, и сам пляж не выглядит каким-то особенно роскошным. Да, здесь есть лежаки, но их совсем немного. Большинство отдыхающих приходят со своими полотенцами и ковриками и просто устраиваются прямо на песке. Есть несколько кафе, кабинки для переодевания, туалеты, все необходимое для комфортного отдыха. Ну и, конечно, чайки, которые, как и на многих морских курортах, внимательно следят за каждым вашим перекусом и при первой возможности готовы стащить что-нибудь вкусное. Но ощущения именно дорогого, элитного курорта у меня не возникло. Скорее, это обычный городской пляж, где приятно провести день у моря, без показной роскоши и пафоса. Вдоль набережной все как и полагается популярному курорту. Десятки кафе, сувенирные лавки, аттракционы и бесконечные предложения что-нибудь купить и попробовать. Я тоже не удержалась и решила взять булочку с балтийской сельдью. Конечно, по вкусу она совсем не похожа на мой любимый голландский матиас, да и цена оказалась почти в 2 раза выше. А вот поесть красиво, как обычно бывает в моих фантазиях, у меня не получилось. Соус тут же начал капать во все стороны, салфетка оказалась размером с почтовую марку. Так что большую часть времени я думала не о вкусе сельди, а о том, как не испачкать одежду. Находясь в Сопоте, нельзя пройти мимо самой фотографируемой точки города – Кривой домик. Визитная карточка, необычное здание.
Таким его специально построили в 2004 году. Архитекторы вдохновились сказочными иллюстрациями польских художников Яна Марцена Ханцера и Пера Дальберга, поэтому здесь почти нет прямых линий. Стены будто плавятся, окна изгибаются, а крыша словно сделана из мягкой резины. Внутри нет музея или секретной достопримечательности, это обычный торгово-развлекательный центр. Но домик настолько популярен, что давно стал одной из самых фотографируемых достопримечательностей Польши. Пришло время смайл-теста. Посмотрим, насколько Сопот, который когда-то считался курортом для аристократии, справляется с самыми базовыми потребностями туристов. Туалеты хоть здесь и платные, на мой взгляд, дороговатые 5 злотых, зато найти их легко и они в хорошем состоянии. С питьевыми фонтанчиками тоже в городе проблем абсолютно никаких нет. Мусорки буквально на каждом шагу, даже на пирсе. Лавочек тоже предостаточно. И пешеходная инфраструктура продумана и удобна. Честно говоря, придраться здесь не к чему. По моему смайл-тесту Сопот получает отличную оценку. Если бы меня попросили назвать одно место в Сопоте, куда бы я с удовольствием вернулась, то это именно оно. Небольшое кафе на верхнем этаже дома курортников. Здесь приятно сделать паузу, выпить кофе, посмотреть сверху на море, пляж и знаменитый пирс. Иногда именно такие простые моменты запоминаются гораздо сильнее, чем самые известные достопримечательности. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Если вам нравится видео, можете его захайпить. А если есть что сказать, с удовольствием почитаю ваше мнение. Я буду благодарна любой вашей активности и помощи каналу. Так стоит ли ехать в Сопот? Думаю, да, если вы понимаете, что это совсем небольшой город, который можно спокойно обойти за один день. Сюда не едут со списком мест, которые обязательно нужно увидеть. Сюда едут за атмосферой. Когда-то Сопот был курортом для аристократии. Сегодня он открыт для всех. Да, роскошь, о которой часто говорят, лично я здесь не почувствовала. Зато почувствовала уют, комфорт и город, в котором действительно приятно провести день или даже несколько. И, наверное, именно поэтому людей здесь так много. У каждого своя причина приехать в город. Кто-то едет к морю, кто-то за красивыми прогулками, а кто-то на концерт в лесную оперу. Кто-то просто хочет ненадолго сменить ритм жизни. И кажется, именно в этом и есть главное предназначение этого города. Что же касается меня, города встречаю я с улыбкой. Возможно, там найду ошибку. Ведь в каждом месте свой секрет, своя легенда, свой завет. Я все проверю, разберусь и с новой тайной к вам вернусь.